Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события ближайшего будущего. Таро на неделю с 3 по 9 июня. Давайте мы узнаем, что нам на предстоящую неделю подскажут карты для вашего знака зодиака. Будем реалистами. Всегда говорю об этом. Любой расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. И все же, когда мы смотрим эти расклады, каждый думает о чем-то, о своем. Поэтому я надеюсь, подсказки будут. Или мы с вами проведем приятное время. Что-то завершается в вашей жизни. Хотя по 13-му аркану иногда приходят к нам деньги. Большие деньги. Девятка пентаклей рядом. Это как раз о деньгах. Или у вас решается какой-то важный финансовый вопрос. Или, может быть, в центре, как всех ваших намерений и целей решения финансового вопроса. Вам нужно его либо закрыть, либо найти сумму, либо вы получаете гонорар. Такое может быть, просто у каждого по-своему проигрывается 13-й аркан. Или распределить что-то на будущее. Но девятка по нумерологии – это как пороговое значение, это как перемены, трансформации. Да и 13-й аркан сам по себе трансформация. Но здесь это перекликается именно с вашей финансовой составляющей. Может быть, какие-то финансовые дела, сделки, подписание документов или как кредиты, как и взять кредит, так и погасить кредит. Давайте узнаем одним словом, что важно знать. Вот каковы энергии на эту неделю для вас, Водолея. Чего не избежать или неожиданности. Две карты достала, ладно. Чему сейчас не время? Или что может помешать? Что же вам будет помогать? Что скрыто? Дела, работа, бизнес. Энергия денег на этой неделе. Личная жизнь. Итак, что же важно? Вот такой дзен сохранять, как у короля чаш. И правда, энергетика этой карты – это единственная персональная карта в колоде, которая умеет правильно переключаться между двумя сферами – финансы и чувства. Там, где мы проявляем чувства, мы не добавляем какого-то холодного расчета, рационализма. То есть в тех вопросах, делах семейных или связанных с близкими, родными, детьми, мы не добавляем жесткости. С другой стороны, в решении финансовых вопросов мы не добавляем чувств. Одно другому мешает. Но у кого-то конкретно все-таки вопросы вашей личной судьбы, вашей личной жизни, любви или известия от родственников. Может быть, и придется вам где-то быть между молотом и наковальней, если мы говорим переключаться между одной сферой и другой, чтобы решить какую-то проблему. С другой стороны, слушайте, правда, свою интуицию, потому что король чаш очень интуитивен. Но не застрять в этих эмоциях, мои дорогие, будет точно так же важно. Не совсем ваши энергии и какая-то эмоциональность может вас накрывать на этой неделе. Может быть, и в тех вопросах, где требуется рационализм. Но вот как-то так, вот в неожиданностях две карты. А вам, правда, выбор какой-то придется делать. С одной стороны, карта Солнца. Шикарная карта, карта удачи, счастья, радости, нового качества жизни. Это карта еще и выбора правильного направления, как минимум на полгода. Это карта нашего эго и то, что мы хотим осуществить. То есть намерение, цель и получение того, как мы представляем или хотели бы, в каком вообще мы видим себя качественно на дальнейший период жизни. И это все мы можем осуществить. С другой стороны, у нас выпадает паш чаш. И все бы хорошо, и это сами по себе эмоции. Но это карта, когда не только присутствует вдохновление, а помимо вдохновения у нас еще присутствует, знаете, какая-то наивность. Или присутствует несерьезное отношение или надежда на авось по части конкретного человека. И тогда нам карта советует, ты не наделяй теми качествами, коими человек не располагает. Почему-то говорю. У нас Хрюша, свинка, изображена с крыльями.
Вот так мечтает молодой человек. Он просто мечтает. Он мечтает о какой-то любви. И тем не менее, нам говорят, свиньи не летают. Будь реалистом. Поэтому есть на этой неделе то, что целиком и полностью зависит от вас. Но вы можете замечтаться. И это не обязательно будет по личной жизни. А вы можете себе, ну, как, знаете, с полной уверенностью в том, что у вас какой-то план осуществим. Может быть, это будет как раз связано, ведь не случайно говорю, это либо с человеком, либо, может быть, и ситуация, но решает-то тоже не вы решаете, а вы больше зависите от решений людей, понимаете? И здесь тоже не замечтаться. И можно потратить время впустую, выбрав неправильное направление. А карта нам говорит, нет, тебе сюда. Чему сейчас не время? Собой рисковать. Не время, может быть, по этой карте надеяться, что как-то там оно потом сложится. Или потом как-то разберется. Или наперед, допустим, есть у вас сомнения. Так вот, если вы чувствуете в вашей душе, это как подсказки вашего шестого чувства, что нет, как будто вас что-то внутри останавливает и говорит, нет, ты продумай. Не надо так вот с головой в омут. Вот определенно стоит прислушаться к таким подсказкам, потому что не время думать, что какие-то сложности теперешние или какие-то непонятности на сегодняшний день завтра разберутся сами. По аркану башня тут как раз нужно быть готовому к неожиданностям, потому что все может пойти как-то не так. И, возможно, вам придется, к примеру, вы собирались, намеревались отправиться в одно место, а придется поехать в другое. Или вообще никуда не ехать. Но у каждого по-своему. Но может быть и так. Вы собирались заняться одним делом, а тут вас обстоятельства могут перекроить куда-то совсем в другую область. Или карта говорит, не время закрывать глаза, может быть, мои дорогие водолеи, на конкретную обстановку вокруг вас. Быть внимательным – это старший аркан. По нему проходят обстоятельства непреодолимой силы. Так вот, если мы по карте башня, но в другой бы позиции, когда мы успеваем запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, а здесь мы не видим чего-то и можем упустить как счастливый случай или какую-то добрую возможность. Мы смотрим, потому что не в том направлении. Поэтому вот этот дзен, с чем-то разобраться и не смешивать эмоции с какой-то реальностью. Вот от начала до конца. Хотя у кого-то проиграется, допустим, деньги и работа, или работа и личная жизнь и переезд, или, может быть, еще какая-то любая конфигурация. Будьте реалистами, мои дорогие водолеи. Что же вам будет помогать? Королева жезлов – это сильная позиция, и она вам помогает. По королеве жезлов проходят те люди. Значение карты таково, что жизнь не раз ставила на колени королеву жезлов. Почему она на сегодняшний день имеет такую сильную позицию? Ее личный опыт. И он ее и научил как раз, может быть, где-то не доверять. Она умеет хранить тайны, как свои, так и чужие. Не предвосхищать заранее ваши намерения или то, что вы собираетесь делать. Королева жезлов умеет правильно распорядиться деньгами. Она умеет правильно обработать эту информацию. Она правильно умеет ее проанализировать. И на сегодняшний день мы говорим, информация – это номер раз для всех нас. И, может быть, есть какая-то конкретная ваша ситуация, когда вам не хватает именно информации. Вам быть более информированным нужно. Или среди вороха какой-то информационного какого-либо вам нужно отделить зерна от плевел. Может быть, информация поступает одна, а вы ее трактуете в какую-то другую, иную плоскость. И вы наделяете тех людей качествами, которыми они не обладают, вот как я сказала. Есть такое по королеве жезлов, что она обладает магнетизмом. К ней людей тянет. И в этой неделе у вас может быть просто много контактов. Больше, чем обычно. Или много людей вокруг вас. Это тоже может какую-то турбулентность создавать. Но помните, королева жезлов умеет все правильно просчитать. И ни с чем не ошибиться. Она реалист. И при всем
том, что она хочет осуществить какое-то свое намерение. Она смотрит, что есть в реальности. Есть к этому предпосылки или нет. Ее горький опыт ошибок научил не повторять еще раз то, что было ею пережито. Вот такие энергии, они вам помогают. Что скрыто? Какой-то денежный вопрос. Если вы хотите закрыть какую-то денежную тему, может быть, рассчитаться с банками или, наоборот, получить кредит в банках, в принципе, все возможно. Нам по шестерке пентаклей даже кто-то может прийти на помощь с деньгами. Но правильно распорядиться, опять же. Помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего. Поэтому денег в долг не давать, иначе вы их можете не скоро увидеть или вообще не увидеть. Вот есть такой момент. Или в целом вы можете пока, это я думаю для всех, пока не видеть, как завтра сложится ваша финансовая ситуация. И больше тогда карта, ведь она о сохранении, конкретно сохранении денег в позиции, что скрыто. Деньги сохраняем. Потому что с учетом всех карт, которые мы раскрыли с вами, деньги вам могут понадобиться, допустим, завтра, послезавтра, через неделю, через месяц. А к этому времени вы их все потратили. Вот, может быть, правильно распорядиться и с деньгами тоже, решив какую-то задачу, вопрос, и при этом себя не обесточить. Это тоже вот для кого-то из вас будет как задача этой недели. Дела, работа, бизнес. Давайте посмотрим. Рыцарь жезлов. Быть готовым к неожиданностям. Но это карта драйва, когда вы можете задуматься, и поеду. Или к вам какой-то человек может тоже приехать. Но по этой карте нет определенности. Здесь как раз есть драйв. По этой карте, это карта быстроты, скорости, как и известие какое-то приходит, и вы можете резко засобираться и отправиться. И не обязательно далеко, это может быть какая-то инстанция, чиновники, вам нужно решить тот или иной вопрос. Вы чего-то не сможете оставить без внимания на этой неделе. Но есть тот момент, когда вот этот самый импульс, он не должен над вами, точнее, преобладать. Вам нужно принимать взвешенные решения. И если нужно прояснить что-то, то тогда карта говорит, да, отправляйся. Может быть, в конкретной местности ты быстрее расставишь все по местам, и у тебя не будет каких-то иллюзий. Или если вам приходит конкретная информация, вам что-то говорят, пишут, проанализируйте это тоже. Может быть, это есть смысл, какую-то тему обдумать и попытаться просчитать на пару шагов вперед. Вот вообще, в принципе, просчитывать как минимум на пару шагов все то, что приходит на ваш порог. Или те новости, которые тоже вас застают, может быть, и врасплох. Для кого-то из вас какая-то информация, которую вы слышите, может быть, даже случайно. Все же у нас королева жезлов, мы говорим, она умеет работать с информацией. Вот здесь нужно правильно проанализировать и отдать чему-то предпочтению. Чего-то не упустить, это тоже на этой неделе важно, потому что по рыцарю жезлов это тот, который готов к неожиданностям, и в то же время он умеет просчитать тот момент, когда нужно действовать сейчас, а завтра поздно. Вот и такой нюанс у вас на этой неделе может быть. Что по финансам? По Верховной Жрице, с учетом всех карт, я бы сказала так. Тем более шестерка пентаклей у нас позиции, что скрыто. У вас должна быть заначка, о которой никто не знает. Вот конкретно так, мои дорогие водолеи. Поэтому вроде как деньги или денежные вопросы вы можете здесь решить уладить. Но, значит, должна быть какая-то подушка безопасности, о которой не знает никто. Ну, так карты говорят. Верховная жрица – это карта тайн. Личная жизнь. У нас выпадает пара королева чаш и король чаш. Насколько уместен вот такой вот посыл по Верховной Жрице, когда мы немножко на своей волне по части финансов, мне сказать сложно. Можно трактовать, конечно, так, что вы не должны допустить какой-то минус по финансам. Или вы должны, если вы намереваетесь заключить какие-то сделки
или подписать соглашение, подписать бумаги, то тогда прислушаться к интуиции и найти недостающую информацию. Не прогонять подсказки собственного чувства шестого, если вам что-то подсказывает, что нет, поищи информацию дополнительную. Здесь, потому что может быть какой-то подвох. Вот если есть такой посыл, подвох может быть, тогда ты как-то просчитай. Все-таки у нас шестерка пентаклей в позиции, что скрыто. Есть то, что либо мы утаиваем, либо от нас где-то утаивают. Так вот тоже может проиграться. Но это лишь говорит о том, чтобы мы были внимательны, мои дорогие, и предположили, что жизнь наша не всегда полностью предсказуема. С учетом королевы чаш я могу сказать так, что и короля чаш. Наверное, какая-то история, которая у вас была в предыдущую неделю, она продолжит развиваться в этом же ключе. Но и, может быть, как вопросы, связанные с вашими родственниками, с вашими близкими. У кого-то проходят партнеры по браку или партнеры, может быть, вы вместе проживаете. Может быть, вы что-то будете выяснять или для себя определять какое-то направление. Может быть, для вашей семьи, вашей пары будет стоять вопрос переезда в принципе. И тогда будьте аккуратны, потому что все должно быть выверено. Есть что-то на этой неделе, то, что должно быть учтено. Кто-то будет выбирать направление или в вашей паре принимать важные решения, куда идут наши отношения. И такое я могу тоже предположить. Но есть эмоции, есть чувства. Может быть, это будет встреча, если вы со своим человеком на расстоянии, и какие-то важные разговоры вы тогда сумеете осуществить. Или, кто знает, как раз разобраться с учетом пожар чаш, откуда же взялись мои эмоции. Или так ли надежны наши отношения. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.